Память о Великой Победе должна жить каждый день в названиях улиц, в семейных историях, которые передаются из поколения в поколение, в заботе о ветеранах. Память о победе живет в воспоминаниях, военных песнях и стихах, во фронтовых письмах, которые звучат так, как будто они написаны нам. Вот строки из записки, найденной поисковиками после войны. «Дорогие люди, соотечественники, не забывайте нас. Мы боролись с фашистским псом. Ну вот, пришел конец. Нас захватили в плен, раненых. Мы истекаем кровью. Нас морят голодом, издеваются над нами. Кто найдет эту записку, пускай ее передаст в любые органы власти, в сельсовет, в колхоз или архив. Может быть, останутся люди живы, кто-нибудь на родной земле. Не может быть, чтобы эти гады всех перебили. Кто после нас будет живой, пускай помнят, что люди боролись за свою родину, любили ее, как мать. Мы непобедимы». Мы остались, мы живы, мы помним. В эфире телеканала «Интер» большой праздничный концерт «Победа одна на всех». Победы, как он был-то далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые угли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом врата. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом врата. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом врата. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. День победы, порохом врата. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Мыло из человеческого жира, фабрично обработанная человеческая кожа. Это советские прокуроры представляют доказательства преступлений против человечности. Идет самый главный судебный процесс в истории – трибунал над нацистами в Нюрнберге. На скамье подсудимых всего 21 человек, но каждый из них виновен в смерти миллионов людей, застреленных, повешенных, отравленных газом, сожженных заживо в печах. Доказательства, представленные обвинителями, были настолько страшными, что судьи сначала не поверили. После просмотра документальных кадров о зверствах фашистов на советской земле в зале несколько минут стояла мертвая тишина. Одному из судей стало плохо. Международный военный трибунал в Нюрнберге продолжался 11 месяцев. Больше 400 заседаний, 16 тысяч страниц протоколов. 16 тысяч страниц смерти, боли и ужаса. Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Это первые слова обвинения на Нюрнбергском процессе. Сегодня, через 75 лет, эти слова не потеряли актуальности. «80 лет назад, 19 сентября 1941 года, в Киев вошли немецкие войска. Оккупация, 778 дней без своих, Бабий Яр, расстрелы, унижения, десятки тысяч угнанных в рабство. Мы должны все это помнить». О захваченном нацистами городе написал стихотворение поэт-фронтовик Иосиф Уткин. Он погиб в 44-м. Киевлянам и сегодня больно слушать его строки. Бывало, скажут: Киев, пойдут сады, поля, и встанут вот такие гвардейцы-тополя. Теперь же Киев древний, без тополей вокруг. Казненные деревья лежат в пыли, без рук. На мостовых обрывки старинных русских книг. На улицах отрывки немецких фраз и крик. А улицы глухие, кричи, хоть не кричи. И это город Киев? Ну ладно ж, палачи. Город, где мы пацанами гоняли в футбол, где на бульварах каштаны весной расцветают. Город, в котором мне камешек каждый знаком. Нас на футбол, как на бой, провожает. Жизнь не игра, не вернется она, и летит в небеса наша песня. И не найти на Млечном пути поле, где мы
футболки в крови, но победа за нами. А над Днепром в облаках дожди грозовые. Землю не тронут пока мы живые. Каждый, кто вышел на поле, совсем не герой. Близок к финалу, и поверить нам в это так сложно. Сладкое слово «победа» так горько порой. Только любовь и судьбу отменить невозможно. Ах, как хочется жить, просто дышать и любить. Но счет на добро нам известен. И не найти на Млечном Пути поле, где мы будем вместе. Флаг бокового судьи взвился, как знамя. Наши футболки в крови, но победа за нами. А над Днепром в облаках дожди грозовые. Землю не тронут пока мы живые. Дорога лишь здесь и сейчас. Строем уходим с победой, и плакать не надо. Вы остаетесь, а значит, живите за нас. Помните нас, а мы будем рядом здесь и сейчас. За дело правды надо честно биться. Лишь тот судьбу сумеет победить, кто с нею никогда не примирится. Такие пророческие для себя и для всей страны строки написал молодой поэт Захар Городиский всего за день до начала войны. Он готовился стать режиссером, а на выпускном школьном вечере Захару вручили аттестат, дающий право без экзаменов поступить в любой вуз. А уже 24 июня 1941 года в Куйбышевской областной газете «Волжская коммуна» вышла заметка. 18-летний выпускник, отличник Городиский, просит досрочно зачислить его в артиллерию. А дальше шли строки из его заявления. «Клянусь быть верным защитником своей родины. Я приложу все силы и знания, чтобы оправдать звание бойца и вместе со всем народом уничтожить озверевшую банду». В газете была ошибка. Парню было не 18, а 17 лет. Летом 1943 года уже командир взвода Захар Городиский сражался на Курской дуге. 12 июня в бою за Прохоровку старший сержант повел вперед остатки стрелковой роты. Был тяжело ранен в обе ноги. В госпитале он продолжал писать стихи в общую тетрадку, которую ему прислали из дома. «И если мне смерть повстречается близко и уложит с собою спать, ты скажешь друзьям, что Захар Городиский в боях не привык отступать, что он, нахлебавшись смертельного ветра, упал не назад, а вперед, что лишних 172 сантиметра вошли в завоеванный счет». Поэт Захар Городиский умер от ран в госпитале в Зеленодольске.
Он успел написать около 300 стихотворений. Ему шел 20-й год. Сделала подлая, стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад, назад. Ой, назад. Ах, война, что ты подлая сделала, вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьицы белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюете на сплетников, девочки. Мы сведем с ними счеты потом. До свидания, мальчики. До свидания, милые. Постарайтесь вернуться назад. 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 Постарайтесь вернуться назад. Она настойчиво рвалась на фронт, снова и снова подавала заявление, но военкомат каждый раз отказывал. «Вы лучшая лыжница в СССР, вас нужно беречь». Люба Кулакова действительно была уникальной. С 14 лет она показывала поразительные успехи в лыжном спорте. У нее было такое чувство равновесия, что она могла бежать даже на одной лыже. В 16 лет на соревнованиях она показала лучшее время. Судьи не поверили и заставили сделать перезабег без отдыха. Люба показала такой же результат и стала чемпионкой СССР. Ее называли «Снежной королевой». Блестящее спортивное будущее, трехкратной чемпионки СССР по лыжным гонкам, чемпионки по мотокроссу и горнолыжному спорту не вызывало сомнений. Но началась война. Люба добилась, чтобы ее призвали. Во время обороны Москвы она была инструктором по лыжной подготовке. Но ей этого было мало. Люба рвалась на фронт. Зимой 42-го ее зачислили в партизанский диверсионный отряд «Сатурн», который действовал под оккупированным Смоленском. 26 хорошо подготовленных мужчин и Люба.
На нее была возложена задача получения разведданных. Чемпионка СССР могла за ночь пройти на лыжах более 100 километров. Бесценная информация, добытая Любой, позволила предотвратить десятки диверсий, уберечь от разрушения важные промышленные и военные объекты. Весной 42-го отряд был окружен. Против разведчиков фашисты бросили 3 танка, 50 автоматчиков и отряд конницы. 5 партизан погибли, среди них Люба. Ей был 21 год. За проявленный героизм Любовь Кулакову наградили орденом Отечественной войны. А вскоре удостоили еще одной награды – звания заслуженного мастера спорта СССР. Это был первый случай в истории, когда такое звание было присвоено посмертно. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. В вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие мирные хаты, горящая степь и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Аушвиц – фабрика смерти. Более миллиона замученных и сожженных людей. Когда передовые части 60-й армии Первого Украинского фронта вошли на территорию концлагеря, там оставались живые, точнее, еле живые люди. 7,5 тысяч истощенных, полураздетых узников. Кожа этих людей была темно-серого цвета. Убегающие нацисты даже не стали тратить на них патроны. Были уверены, заключенные умрут сами. Но они не умерли. В составе советских частей были врачи, которые спасали жителей блокадного Ленинграда. Они знали, как вернуть к жизни умирающих от голода людей. Среди спасенных был голландский бизнесмен Отто Франк. Через 2 года после войны он издал дневник своей дочери Анны. Девочка умерла в концлагере, а ее незаконченный дневник стал одним из главных свидетельств против нацизма. Дневник Анны Франк. Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать море. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя. Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли. Нет,
неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет? Что она замолчала навеки? Кто сказал, что земля не поет? Что она замолчала навеки? Нет, звенит она стоны глуша. Изо всех своих ран и отдушин. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Без команды не стрелять. Такой приказ в 10 утра 2 марта 43-го получили бойцы стрелкового взвода лейтенанта Петра Широнина. Прямо на них движутся 2 бронетранспортера и танк. Немецкие машины все ближе. Перед ними минное поле. Расстояние всего 400 метров. Первый бронетранспортер вздрагивает и заваливается на бок. Другие немецкие машины останавливаются. Широнин кричит «Огонь!». Удается подбить второй бронетранспортер, но танк все еще в строю. С неба атакует авиация. А на широнинцев уже надвигаются новые танки, самоходные орудия, бронетранспортеры. За ними около 200 пехотинцев. Все это против 25 человек. Есть раненые, среди них и сам командир. Но все остаются на позиции. Единственное орудие, имевшееся во взводе Широнина, уничтожено. В ход идут противотанковые ружья, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Несколько солдат бросились под танки. Через 4 часа в живых осталось только 6, лейтенант и 5 бойцов. Взвод выполнил задачу. Продержался до подхода подкрепления. Все 25 бойцов были удостоены звания Героев Советского Союза. А в 1976 году на основе этих событий Леонид Быков снял фильм «Аты-баты шли солдаты». Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только 3 из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры
было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Июнь 41-го. Брестская крепость. Раненый пулеметчик лейтенант Тарасюк один отбивается от гитлеровцев. Все остальные его товарищи погибли. В качестве пулеметного гнезда он использует ствол расщепленного дерева. Из подвала за боем наблюдает жена Тарасюка, Катя. Внезапно пулемет замолкает. Катя Тарасюк была простой сельской учительницей. В Брестскую крепость она приехала на несколько дней, чтобы провести отпуск с мужем. Но началась война. Пока защитники крепости отбивались, Катя вместе с другими женщинами ухаживала за ранеными. Когда пулемет замолчал, она поняла – муж погиб. Выбежала из укрытия и заняла его место. Всего на несколько последних минут. Имена большинства женщин, вставших рядом с мужьями и отцами в первые дни войны, остались неизвестными. Когда первые гитлеровцы вошли в крепость и увидели количество мертвых женщин с оружием в руках, они доложили командованию, что в обороне крепости участвовал женский батальон Красной армии. Потемнело синева за рекой. Дайте время, и сверчок запоет. Неподвижный, чуть тревожный покой. Птица глупая случайно вспугнет. Слышу, скрипнет недалече весло. Новый день немного раньше пришел. Только рядышком с тобой мне тепло. Будет все у нас теперь хорошо. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее тает, словно каждый из нас что-то знает, но не смеет спугнуть на пороге слезу, неизбежную жертву причастия. Не позволь мне погибнуть, не ведая счастья. Притаилась синева, что-то ждет, чуть подмигивая всем, кто не спит. Вдруг внезапно счастьем сердце сожмет, хоть о чем-то важном, да, промолчи.
промокнет рассвет, притворяясь дымкой в сером плаще. Здесь всего, что до тебя больше нет, или есть, но по-другому вообще. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее тает, словно каждый из нас что-то знает, но не смеет спугнуть на пороге слезу, неизбежную жертву причастия. Не позволь мне погибнуть, не ведая счастья. Не позволь мне погибнуть, не ведая счастья. Эти фотографии были представлены на Нюрнбергском процессе как одно из доказательств преступлений нацистов на нашей земле. На снимках 14-летний Володя Щербацевич. Первая публичная казнь, которую нацисты устроили в оккупированном Минске. Когда город заняли немцы, Володя и его мать Ольга Федоровна присоединились к подполью. У себя дома они укрывали советских солдат и офицеров, которых подпольщики освобождали из лагерей для военнопленных. Ольга Федоровна, врач по профессии, лечила их, а Володя доставал гражданскую одежду. Так удалось вывести из города несколько групп красноармейцев. В октябре 41-го предатель выдал Щербацевичей. Мать и сын попали в застенки гестапо. Их пытали, но они никого не выдали. Володю и его маму повесили в один день. Орленок, взлети выше солнца, и степи с высот огляди. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Орленок, орленок, блесни опереньем собою, затри белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, в 16 мальчишеских лет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, в 16 мальчишеских лет. Орленок, орленок, гремучий гранат, 5 подсолки врагов отмело.
Фашистующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас. И вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу. Это отрывок из послания к пастырям и посомам Христовой Православной Церкви. 22 июня 1941 года его написал митрополит Московский и Коломенский Сергий. Фашисты рассчитывали, что православная церковь, притесняемая советской властью, будет сотрудничать с оккупантами. Но церковь была со своим народом. Любовь к родине была сильнее обид. Несмотря на угрозу расстрела, на захваченной территории священники зачитывали послание митрополита Сергия. В оккупированном Киеве архимандрит Александр Вишняков, герой Первой мировой, кавалер Георгиевского креста, отказался служить молебен за здравие Гитлера, как и протоиерей Павел Остренский. Бороться с фашистами призывала схимонахиня Исфирь. Они стали первыми священнослужителями, казненными нацистами в Бабьем Яру. Протоиерея Павла и схимонахиню Исфирь расстреляли. Архимандрита Александра перед тем, как убить, связали колючей проволокой. На месте их гибели в Бабьем Яру сегодня стоит памятный крест. В своем послании митрополит Сергий так говорил о православных воинах прошлого. Они умирали, не думая о славе. Они думали только о том, что Родине нужна жертва с их стороны. И смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей. О секундах свысока наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения спрессованы года. Мгновения спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, 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 мгновения. Франция, 43-й год. Всего за 3 месяца неизвестными партизанами пущено под откос 13 немецких поездов. Уничтожено 48 вагонов с танками и орудиями, 5 военных складов и более 1000 немецких солдат. Гестапо даже не догадывается, что ночные диверсанты – это заключенные лагеря Бамон, а их командир – Капо, старший по лагерю, выбранный среди пленных – это советский офицер Василий Порик.
В конце июня 41-го 21-летний лейтенант Порик уже командовал ротой на передовой. По Думанию попал в окружение, был ранен и взят в плен. Летом 42-го он попал в спецлагерь Бамон, где в шахтах работали узники из разных стран. Порик вошел в доверие к немцам, и его назначили старшим по лагерю. Вместе с другими пленными Василий организовал партизанский отряд имени Чапаева и стал его командиром. Они выкопали под землей ходы, через которые выбирались из лагеря. Вскоре по всей Франции поползли слухи о неуловимом ночном отряде. Весной 44-го партизаны уничтожили охрану и бежали из лагеря. Французское сопротивление спрятало беглецов. Во время одного из боев фашистам удалось схватить Василия. Его бросили в тюрьму Сен-Никес, из которой за 600 лет не смог убежать никто. Никто, кроме Василия Порика. 14 июля 44-го, в день взятия Бастилии, бойцы сопротивления провели парад в городке Сен-Ангоэль, а Василий Порик в форме советского офицера выступил с праздничной речью. И все это в регионе, полном фашистов. Немцы снова схватили Василия 22 июля 1944 года. Они расстреляли его в тот же день. Посмертно Василий Порик был удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал единственным, кто получил его за участие во французском сопротивлении. Родное село Василия в Винницкой области сегодня называется Порик. Пороша, 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 белеет ли в поле пороша, и льгулки ливни шумят, стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. Под страшною ношей, под страшною ношей, немало под страшною ношей легло безымянных парней. Но то, что вот это Алеша, 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 но то, что вот это Алеша, известно Болгарии всей. К долинам покоем объятым, покоем объятым, к долинам покоем объятым, ему не сойти с высоты. Цветов он не дарит девчатам, 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 цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. Как солнце и ветер, как солнце и ветер, привычный, как солнце и ветер, как в небе вечернем звезда. Стоит он над городом этим, над городом этим, как будто над городом этим. Вот так и стоял он всегда. Стоит он над городом этим, над городом этим, как будто над городом этим. Вот так и стоял он всегда.
поле Пороша, 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 белеет ли в поле Пороша, и гулки ливни шумят, стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат. Четыре георгиевских креста и золотая звезда Героя Советского Союза на груди одного человека. Казак Константин Недорубов прошел 2 мировые войны. Во время первой стал полным кавалером Георгиевского креста, высшей военной награды Российской империи. Когда началась Великая Отечественная, Недорубову было 53 года. Он не подлежал призыву, но пошел на фронт добровольцем. Недорубов сформировал казачий кавалерийский эскадрон, освобождал Кубань и Украину. В одном из боев лично уничтожил 70 нацистов. Он был демобилизован в 43-м с 11 ранениями и тяжелой контузией. За проявленное мужество и героизм гвардии капитану Константину Иосифовичу Недорубову было присвоено звание Героя Советского Союза. Свою золотую звезду героя Константин Недорубов до конца жизни носил на кителе рядом с георгиевскими крестами. По Берлинской мостовой кони шли на водопой, шли потряхивая гривы кони-дончаки. Распевает верховой, эх, ребята, не впервой нам поить коли казацкие из чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Он коней ведет шашком, видит девушка с флажком, и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой горят глаза. Не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Задержаться он бы рад, но поймав сердитый взгляд, ну-ка рысью с неохотой крикнул на скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела, нежный взор не по уставу дарит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. По Берлинской мостовой снова едет верховой, про свою любовь к девчине распевает так. Хоть далеко синий дом, хоть далеко милый дом, но землячку и в Берлине повстречал казак. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. 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 Немцы нанесли удар по соседнему аэродрому и уже находились на боевом курсе для налета на город Старобельск. В этот момент с нашего аэродрома взлетает летчик Евгений Быковский.
Он врезается в группу фашистских бомбардировщиков и, не обращая внимания на шквальный огонь, идет на сближение с ведущим. В тот момент, когда фашисты уже были готовы сбросить бомбы на Старобельск, головной немецкий истребитель заметил приближение нашего самолета, и вся группа повернула на юг. В этом бою Евгений погиб. Его самолет падал, отвесно пикируя, пушки самолета продолжали вести огонь. Так командир эскадрильи рассказывал о последнем бое Евгения Быковского. Он пошел один против 26 бомбардировщиков и 8 истребителей врага. Самолет Быковского упал в болото. Товарищи похоронили его фотографию. Тело героя Советского Союза нашли в 60-х годах. Евгений Быковский был летчиком-асом. Он совершил более 100 боевых вылетов. Лично сбил 9 самолетов. Этот человек стал прототипом младшего лейтенанта Щедронова по прозвищу Смуглянка из кинофильма «В бой идут одни старики». Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый да клена кудрявый, да раскудрявый резной. Смуглянка, молдаванка отвечала парню Влад: партизанский, молдаванский собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, ты влюбленный и смущенный предо мной. Клен зеленый да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый да клен зеленый лист резной, здесь влюбленно мы расстанемся с тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раскудрявый резной. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Свою смуглянку он в отряде повстречал. Когда в гестапо привели арестованного руководителя Нежинского подполья, немцы не поверили своим глазам. Перед ними стоял слепой человек. Яков Батюк потерял зрение в детстве, но, несмотря на это, жил полноценной жизнью. Он обладал удивительной памятью и слухом и мог без посторонней помощи ходить по городу и даже по лесу. 100-метровку бегал быстрее всех в школе. Сумел окончить юрфак Киевского университета и до войны работал адвокатом. Когда Нежин заняли немцы, Яков организовал антифашистское подполье. Подпольщики расклеивали листовки, срывали вывоз молодежи в Германию, отравили 18 летчиков-асов накануне Орловско-Курской операции, подорвали машину с немецкими солдатами, помогли партизанам уничтожить вражеский аэродром под Нежином.
Когда летом 43-го подпольщиков предали и начались аресты, Батюк бежать отказался. В камере он учил товарищей, как держаться под пытками, а мучили их так страшно, что после казни тела было невозможно опознать. Сестру Батюка, Женю, узнали только по косам. Подпольщиков расстреляли всего за неделю до прихода наших. Имя Якова Батюка с 1967 года носит одна из центральных улиц его родного города. Нежин не предал своего героя. Коло тихих лоз і високих круч, і кохали ми, і росли. Ой, Дніпро, Дніпро, серед темних туч над тобою летять журавлі. Ты увидел бой, Днепротец река, мы в атаку шли под горой. Кто погиб за Днепр, будет жить в веках, коль сражался он, как герой. Фашистский сброд, Украина, мать, партизанкою по Днепру. Скоро выйдет вновь сыновей встречать, слезы высохнут на ветру. Врагов сметет наша армия, наша народ, як весняні дні, ворогів змете. Прошло немного времени, и нас стали засыпать землей. Слой земли был небольшим, и мне удалось выбраться. Уже в темноте я тихонько подползла к стене обрыва и с величайшим трудом выбралась наверх. Когда я взбиралась по обрыву наверх, меня окликнул мальчик, оставшийся в живых. 2 суток я вместе с ним пыталась выбраться из Бабьего Яра. Первый день я укрывалась на дереве, а мальчик сидел в кустах. Второй день я просидела в мусорной яме. К утру 3-го дня мальчик, который пытался пробраться к Куреневке, был убит. Спустились немцы, группа немцев, и стали достреливать тех, которые были ранены, которые еще стонали. Один немец встал мне на ноги. Он же не знал, что я жив, и я очнулся от потери сознания, пришел в себя. Чтобы боль заглушила мой крик, я укусил себя за палец. Так я пролежал 2 или 3 суток под трупами. Удары сыпались со всех сторон.
Мама как могла прикрывала нас, стараясь, чтобы удары попадали ей. Люди рвали на себе волосы, истерично кричали, сходили с ума. Вдруг я увидела плачущего грудного ребенка, лежащего на земле. К нему подскочил фашист и прикладом размозжил ему голову. В это мгновение я, наверное, и потеряла сознание. Что было дальше, не помню. Когда я пришла в себя, мамы, сестры и брата уже не было рядом. Я начала носиться по площадке как безумная, хватать людей за руки, заглядывать в лица. Мысль была одна – я должна умереть с ними. Всего за 2 сентябрьских дня 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно более 30 тысяч евреев. Из них спаслись лишь 29 человек. По некоторым оценкам, в Бабьем Яру за годы оккупации погибло более 200 тысяч человек разных национальностей. Это было всего лишь 80 лет назад. Когда в осенних небесах над полем и над лесом играет на органе Бах торжественную мессу, когда читает приговор Всевышний палачу над прахом братьев и сестер, зажги свою свечу. Не надо ворошить их прах, но в этот вечер, чтобы развеять в мире мрак, зажгите свечи, пускай умолкнет гул вражды и злые речи. На свете нет чужой беды, зажгите свечи. Ничто не вечно под луной, никто не вечен. Над сумасшедшей тишиной зажгите свечи. Станьте чуточку добрей и человечней в своей душе, как в алтаре. Зажгите свечи, зажгите свечи, зажгите свечи, зажгите свечи. Когда в мемориальный день седой туман клубится, к вдове приходит мужа тень, и тени жертв к убийце. Когда звучит незримый хор, как ангелы в раю, над прахом братьев и сестер, зажги свечу свою. Не надо ворошить их прах, но в этот вечер, чтобы развеять в мире мрак, зажгите свечи, пускай умолкнет гул вражды и злые речи. На свете нет чужой беды, зажгите свечи. Ничто не вечно под луной, никто не вечен. Над сумасшедшей тишиной зажгите свечи. Станьте чуточку добрей и человечней в своей душе, как в алтаре. Зажгите свечи. Ничто не вечно под луной, никто не вечен.
Зажгите свечи, зажгите свечи, зажгите свечи. В годы войны против врага вставали целыми семьями. За отцами на фронт уходили сыновья и дочери. Вместе защищали родину. Летчица Тамара Константинова воевала на 3-м Белорусском фронте, а ее брат Владимир, тоже летчик, на 4-м Украинском. Все 4 года войны они ничего не знали друг о друге. Встретились только после победы. 2 героя Советского Союза. Посмертно стали героями Зоя и Александр Космодемьянские. Зоя погибла в первый год войны, а ее брат Александр, танкист, до конца войны мстил за сестру и погиб накануне победы в апреле 45-го. Летчики-истребители, братья Дмитрий и Борис Глинки, на 2 получили 3 золотых звезды героя. Посмертно звание Героя Советского Союза было присвоено краснодарским партизанам, братьям Игнатовым, которые воевали в отряде под командованием своего отца и погибли у него на глазах. Сегодня часто повторяют, что тогда было другое время и другие люди. Но какими бы ни были времена, только от нас зависит, какие люди вырастают из наших детей. Был он рыжим, как из рыжика врагу, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила, а другой был черным-черным у нее, черным, будто обгоревшее смолье. Хохотала над расспросами она, говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым, злую зелень застоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, 2 крыла, воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу, похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг, повезло одной на 3 села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое, плоть и стать. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо. Ноги целы, руки целы, что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой
И вот приговор врачей. Впереди будет все, все, кроме света. Это то, что мне предстояло принять, выдержать и осмыслить, и уже самому решать вопрос, быть или не быть. Так возвращался к жизни после ранения гвардии лейтенант Эдуард Асадов. На войну он ушел добровольцем сразу после выпускного бала. Был наводчиком миномета, затем помощником командира батареи «Катюш». О военном времени вспоминал так. Воевал неплохо, мечтал о победе, а в перерывах между боями писал стихи. В мае 44-го под Севастополем лейтенант Асадов на грузовике доставлял боеприпасы на артиллерийскую батарею. Дорога была почти разрушена. Асадову пришлось выйти из кабины, чтобы подсказывать водителю, куда ехать. Рядом разорвался снаряд. Осколок попал Эдуарду в лицо. Но даже раненый Асадов выполнил задачу. Боеприпасы были доставлены. Только после этого он потерял сознание. Потом военные врачи удивлялись, как с подобной черепно-мозговой травмой вообще можно было выжить. Асадов перенес 12 операций. Его жизнь сохранили, но зрение он потерял. Слепой поэт, герой Советского Союза. Эдуард Асадов написал одни из самых искренних и проникновенных стихотворений о войне. На пороге 20-й весны снятся людям хорошие сны. Снятся грозы и летний день, и застенчивая сирень. На пороге 20-й весны мне не снились такие сны. В эту пору, в тугих бинтах, я валялся в госпиталях. Но хотя мы там не могли видеть этих хороших снов, мы их все для вас сберегли, пронеся сквозь огни боев. Донесли в вещевых мешках вместе с кладью простой своей. Вот вам вздох и сирень в цветах. Вам по 20, и вам нужней. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле добро за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы,
и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Бугуруслан, ЦСБ. Этот адрес во время Великой Отечественной войны знала вся страна. В маленький город на Южном Урале из столицы эвакуировали Центральное справочное бюро. Именно через него миллионы разлученных войной людей искали друг друга. В бюро приходило до 20 тысяч писем в день. Работали в нем в основном женщины по 12-16 часов в сутки, без выходных. За годы войны в составленную ими картотеку были внесены данные 6 миллионов 459 тысяч 25 человек. В 1943 году одна из сотрудниц ЦСБ взяла в обработку запрос от красноармейца. Его жена погибла, и он пытался найти ребенка. Письмо было написано с таким отчаянием, что девушка решила не просто сообщить солдату, что его сын жив. Она отправила ему личное письмо. Написала, что теперь он обязан выжить. А в 1945-м в Бугуруслан приехал фронтовик с мальчиком, чтобы жениться на той самой девушке. За весь период работы Центральное справочное бюро помогло разыскать более 3 миллионов человек. Вот несколько строчек из писем тех, кому во время войны помогли найти близких. Наконец, сегодня, после 4-летней разлуки, мы получили письмо от мамы. Она жива и здорова. Дорогие товарищи, безгранична наша благодарность вам. Ежегодно 16 мая я и мой брат решили отмечать этот день как день радости и 1 чарку выпивать за ваше здоровье. Дорогие мои, сегодня после жаркого боя мне в траншею принесли ваши извещения о местонахождении сестры. После 3,5 лет разлуки я вновь обрел родных. Я забыл о перенесенных лишениях. Наутро снова в бой. Будем громить врага до окончательной победы. Еще до встреч вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга? Мой милый, если бы не было войны, мой милый, если бы не было войны. Наверное, я до срока стала старой, а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если бы не было войны, мой милый, если бы не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже входили в школу наши внуки, мой милый, милый, мой милый, если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит. И глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если бы не было войны, мой милый, если б не было войны. Колонна красноармейцев уходит с парада на Красной площади прямо на фронт. Политрук бежит в атаку на фоне взрыва в Сталинграде. Солдат тревожно смотрит в небо на Днепровской переправе. Белые флаги капитуляции в побежденном Берлине. Встреча воинов-победителей на Белорусском вокзале.
Все эти знаменитые фотографии ключевых моментов Великой Отечественной войны сделал один человек – фронтовой фотограф Аркадий Шайхет. Он прошел со своим фотоаппаратом всю войну, нередко бывал на передовой, участвовал в боях, был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны. Аркадий Шайхет снял все великие битвы Великой Отечественной. Но были и другие его работы, которые вошли в историю. Вот фотографии, которые он снял в августе 1943 года в Брянской области. Рядовой Широбоков случайно встретил своих сестер, которых уже не рассчитывал застать в живых. Его отца и мать расстреляли немцы, а сестры чудом выжили. После этой мимолетной встречи рядовой Широбоков вместе со своим взводом пошел дальше на запад освобождать Родину. Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть чтоб выпить повод за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет. С наше покачуйте, с наше поночуйте, с наше повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С наше покачуйте, с наше поночуйте, с наше повоюйте хоть бы год. «Встреча». Такое название дал своей картине художник Александр Локтионов. В 1944 году в Загорске на улице к нему подошел солдат с перевязанной рукой на костыле. Он уточнил у него адрес, по которому хотел передать письмо. Художник помог фронтовику найти дом и стал невольным свидетелем сцены своей будущей самой известной картины. Семья получает долгожданную весть с фронта. Комната залита каким-то невероятным светом. В дом пришла радость. Муж, отец жив. Фронтовые письма. Как нежно в них солдаты обращаются к своим женщинам. Шурочка, Танечка, Анечка, Галюся, любимая Муся, дорогая Ася. Столько света, тепла и любви от тех, кто в мирной жизни не так уж и часто называл их ласковыми именами. От тех, кто каждый день на фронте терпел лишения и видел смерть. Забота, вера, надежда и любовь. Трогательная, трепетная,
настоящая, пронесенная через всю войну. Она помогла нашим солдатам выстоять, победить и вернуться. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой, чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Кончится время лихое, с радостной вестью приду, снова дорогу к милой порогу я без ошибки найду. И вновь весной под знакомой ветвистой сосной милые встречи, нежные речи нам возвратятся с тобой. Весной под знакомой ветвистой сосной милые встречи, нежные речи нам возвратятся с тобой. Самым страшным было разминирование. Ошибется собака, ошибешься сама, погибнешь. Собака садилась перед миной. Пока мина не обезврежена, собака не должна двигаться. Помню, Мигуля сел в ледяную воду под Петергофом на болотах. Я подняла из этой жижи и обезвредила 34 мины, одну за другой. Маленькие, противопехотные, в деревянных коробочках. Такие мины не могли искать приборами, корпус не звенит. Несколько часов работы, собака сидела не шелохнувшись, в каше из воды и снега. Так вспоминала Елизавета Яранина, сержант уникальной девичьей команды 34-го инженерного батальона миноразыскников и истребителей танков. Батальон располагался в блокадном Ленинграде и состоял из девушек-добровольцев. За годы войны с помощью собак они нашли и обезвредили десятки тысяч мин и фугасов. Только на Карельском перешейке Яранина со своей собакой Мигулей подняла 3400 мин. Собаки работали и как ездовые. В упряжках они вывозили раненых с передовой. Елизавета вспоминает, как на прорыве блокады ее позвал тяжело раненый боец и сказал: «У меня колбаса в вещмешке, отдай собачка». Сержант Елизавета Яранина и собака Мигуля, прошедшие вместе всю войну, стали прообразами памятника военным дрессировщикам.
босая девчонка по дороге бежит. Это страшное небо и багровый, как кровь, рассвет. Снись мой много лет. Стали мне сниться мамины сны в грозных зорницах неба войны. Вижу, как гибнет море огня. Мир, где нет еще меня. Не война, это снится много-много ночей подряд. Подыхают границы, государства горят. И бежит моя мама, и не знает никто ответ. Жить ей завтра или нет. Стали мне сниться мамины сны в грозных зорницах неба войны. Вижу, как гибнет море огня. Мир, где нет еще меня. Не в стихах и не в сказках, а на поле, где кровь и грязь, гибнут мальчики в касках, чтобы я родилась, чтоб девчонка босая из растерзанных этих дней стала мамою моей. Мамино детство, мамины сны, маминем в сердце эхо войны. Мог ведь погибнуть море огня. Мир, где нет еще меня. Январь 43-го. Группа из 6 советских истребителей во главе с командиром эскадрильи Анатолием Куксиным штурмует войска противника. Внезапно самолет сержанта Николая Евсеева подбивают. Летчик вынужден совершить посадку на вражеской территории. К нему уже бегут несколько десятков гитлеровцев. Анатолий Куксин совершает невероятное. Он сажает свой истребитель рядом с подбитой машиной. Оставшиеся в воздухе советские самолеты прикрывают своих боевых товарищей, расстреливают врагов из пулеметов. Куксин приказал Евсееву крепко уцепиться за левое крыло и поднялся в воздух. Так, с человеком на крыле он пролетел более 100 километров. Из наградного листа. Самоотверженный поступок, совершенный старшим лейтенантом Куксиным, является результатом не только большого летного мастерства, но и любви и ответственности за своих подчиненных. Дождливым вечерам, когда пилотам скажем прямо, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песенку любимую споем. Пора в путь, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом коснусь серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, ты к сердцу только никого не да. Пускай взлетит
весела, весела, весела. Чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные У2, но так, чтоб утром не болела голова. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не да. Пускай следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Мы парни бравые, 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 ну чтоб не сглазили подруги нас кудрявые. Мы перед были там еще, их поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не да. Пускай следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Нам сверху видно все, ты так и знай. Зимой 42-го года обычный рядовой артиллерийского полка 40-летний Семен Грицов был контужен и обморозил обе ноги. Ампутации удалось избежать, потому что вовремя подоспела медицинская помощь. Солдата после госпиталя комиссовали. Но он сказал, что из благодарности к медикам, которые спасли ему жизнь, будет дальше служить санинструктором, и вернулся на фронт. В июле 43-го Семен вынес с поля боя 26 раненых. В боях под Ленинградом еще 25 бойцов. Грицов был ранен, снова вернулся в строй. Еще 23 человека он вытащил из-под огня в боях за Белоруссию. Дальше третье ранение и снова возвращение на фронт. Грицов всегда выносил бойцов с поля боя вместе с их личным оружием. За все время службы он спас более 300 человек. Сержант медицинской службы Семен Грицов стал единственным в истории Великой Отечественной войны человеком, награжденным 6 медалями за отвагу. Эту награду вручали только за одно – за личное мужество, проявленное в бою. Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой по-дружески, да попросту. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель, как будто в сказке не были за 3-9 земель. Как будто в сказке не были за 3-9 земель. На ней иголки новые, медовые на ней иголки новые, а шишки все еловые, медовые на ней. Где елки осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят, который год красавицы гуляют без ребят. Без нас, девчат
там кажется, что звезды не горят. Без нас, девчатам, кажется, что месяц сам же мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? Германии, Германии, далекой стороне. Германии, Германии, далекой стороне. Лети, мечта солдатская, напомни обо мне. Лети, мечта солдатская, девчине самая ласковая, напомни обо мне. В годы войны среди солдат появился абсолютно новый вид народного творчества – надписи на снарядах и боевых машинах. На них писали фамилии погибших товарищей и угрозы врагу. Лаконичные, четкие, хлесткие фразы поднимали боевой дух. Фотографии этих надписей печатали во фронтовых газетах. Солдаты разных стран даже соревновались в остроумии. Наши воины писали на бомбах новогодний подарок Гитлеру, а бойцы союзников расписывали снаряды под пасхальные яйца и желали фюреру счастливой Пасхи. В мае 1942 года легендарные художники-карикатуристы Кукрыниксы на личные средства построили танк КВ-1. На броне они нарисовали Гитлера, разорванного на части пушечным огнем. А рядом с рисунком было стихотворение, написанное Самуилом Маршаком. «Штурмовой огонь веди, наш тяжелый танк, в тыл фашисту заходи, бей его во фланг». Надписи на орудиях и снарядах точно отражали настроение на фронте в разные годы войны. В 1941-м писали «Бей фашистскую гадину, и победа будет за нами». А в 1945-м на снарядах уже был точный адрес – Гитлеру в Берлин по Рейхстагу. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. На высокий берег, на крутой. Она всегда была впереди, а когда впереди девушка, можно ли мужчинам показывать свой страх? И тот, кто не в силах был подняться под ураганным огнем, видел перед собой ее спокойные серые глаза и слышал чуть хрипловатый девичий голос: «А ну, орел, чего в землю врос?
Успеешь еще в ней належаться. Так прошедшая войну фронтовая медсестра, поэтесса Юлия Друнина говорила о своей лучшей подруге Зине Самсоновой. В сентябре 43-го Зина вместе с десантным отрядом форсировала реку возле села Сушки Каневского района. Она не только вытащила с поля боя больше 30 раненых, но и уничтожила 3 фашистов. За этот бой Зинаида Самсонова была представлена к званию Героя Советского Союза. Но получить золотую звезду она не успела. Зимой 44-го, когда Зина вытаскивала с поля боя раненого, ее убил немецкий снайпер. Зинаида Самсонова навсегда осталась в стихотворении своей боевой подруги, поэтессы Юлии Друниной. Зинка нас повела в атаку, мы пробились по черной ржи, по воронкам и буеракам через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Легкий школьный вальс тоже был у нас. У него судьба была такая. Помню, как сейчас наш 10 класс закружила вьюга фронтовая. Санбат у лесных дорог был прокурен и убит тоской. Ну, сказал солдат, что лежал без ног. Мы с тобой, сестра, еще станцуем. Сестра еще станцует. А сестра, как мел, вдруг запела вальс. Голос дрогнул, закачался зыбко, улыбнулась всем. Это я для вас, а слеза катилась на улыбку. Не могу забыть тот мотив, который пелся с болью. Сколько лет прошло, не могу забыть мужество солдатское и волю. Мужество солдатское и волю. Зима 42-го. Партизаны Псковщины и Новгородщины решили помочь детям блокадного Ленинграда. По деревням был объявлен сбор продуктов.
Люди отдавали последнее. К марту удалось собрать 161 подводу, более 40 тонн продуктов. Следующей задачей было прорваться через 2 укрепленные линии немецких войск. Одну вокруг партизанского края и вторую, фронтовую, вокруг Ленинграда. Обоз шел только по ночам. Днем прятались в лесах. По дороге присоединялись новые подводы. 28 марта 1942 года этот караван жизни двинулся через линию фронта. Его вели местные старожилы. Из воспоминаний бойцов Ленинградского фронта. Вдруг на ничейной земле показались крестьянские сани, запряженные лошадьми. А мы не верили своим глазам. Ведь не танки, а обоз прорывал фронт. Тысячи ленинградцев были спасены благодаря продуктам из Псковской и Новгородской областей. Осенью 1942 года практически все деревни партизанского края были уничтожены вместе с жителями. От рук фашистов погибли почти все участники этой операции. Уходили в поход на врага, уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага. На прощанье сказали герои: ожидайте хороших вестей. И на старой Смоленской дороге повстречали незваных гостей. И на старой Смоленской дороге повстречали незваных гостей. Повстречали, огнем угощали, навсегда уложили в лесу. За великие наши печали, за горючую нашу слезу, за великие наши печали, за горючую нашу слезу. Чужеземец незваный своего не увидит жилья. Ой, туманы мои растуманы, ой, родная сторонка моя. Ой, туманы мои растуманы, ой, родная сторонка моя.
Он 4 раза сознательно шел на смерть и каждый раз выживал. Советский летчик-истребитель Борис Ковзан совершил 4 воздушных тарана. В октябре 1941 года он вступил в неравный бой с 4 мессершмиттами. Когда закончились боеприпасы, винтом самолета Ковзан отрубил хвостовое оперение немецкого истребителя и смог посадить свою машину в поле. После 2-го и 3-го таранов ему также удавалось сохранить самолет. В августе 1942-го летчик пошел на свой 4-й таран. После столкновения Бориса выкинуло из кабины, парашют раскрылся поздно. Летчика спасло то, что он упал в болото. Ковзан сломал ногу, несколько ребер, потерял глаз. Летчика спасли партизаны. Почти год в госпитале, а потом снова фронт. Он убедил медкомиссию, что сможет летать. Борис Ковзан прошел всю войну, совершил 360 боевых вылетов и уничтожил 28 немецких самолетов. За боевые заслуги ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Как-то Бориса Ковзана спросили: «Вы не боялись смерти?» Он ответил: «Боялся, но страх потерять родину был сильнее». Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть аэродрому. А кажется, стабилизатор поет «Мир вашему дому». Вот сбоку заходит ко мне мессершмитт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты и скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он, мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел «Мир вашему дому». И тот, который в моем черепке остался один и влип, меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Терпению машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это что? Я в глубоком пике и выйти уже не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел «Мир вашему дому! Мир вашему дому!» Кюстрин. Концлагерь недалеко от Берлина. Ночь. За ворота выносят трупы умерших узников и бросают в ров. Когда вокруг никого не остается, из ямы поднимается человек и уходит. Так происходило много раз. Узники спасались благодаря советскому хирургу Георгию Синякову. Военврач Синяков был заключенным международного концлагеря для военнопленных. Узники постоянно умирали от голода и ран. А самая высокая смертность была среди советских бойцов. Их просто не лечили. Даже запретили передавать им помощь от Красного Креста. Военнопленный Синяков был назначен лагерным хирургом. Для начала ему устроили проверку. Обессиленному узнику поручили сложную операцию. Немецкие врачи несколько часов подряд наблюдали, как он оперировал. Босой, стоя на холодной земле. Он справился блестяще. Однажды Синякову принесли немецкого мальчика, которому не могли помочь и другие врачи. Он спас ребенка. После этого получил разрешение свободно передвигаться по лагерю.
Доктор тайно лечил советских военнопленных, делился с ними пайком и помогал бежать. Время от времени он сообщал лагерному начальству, что очередной узник умер. На самом деле человек был жив и, попав за территорию лагеря, пробирался к своим. Перед самым освобождением Синяков уговорил нацистов не расстреливать 3000 пленных, остававшихся в концлагере. О подвиге Синякова узнали только 20 лет спустя, когда легендарная летчица Анна Егорова, одна из ночных ведьм, рассказала, как он спас ее от смерти в концлагере. Сам доктор не хотел почестей. Он говорил: плен – это беда, несчастье. А разве за несчастье награждают? Моя награда – жизнь, возвращение домой, к семье, к работе. И эти письма от людей, которым я помог в час тяжкого горя. На заре ты ходил по росе утром ранним. Ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужое, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, и была она доброй, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. Нелегко пробираться в тумане. Чуть оступишься, и можно пропасть. Нужно верить в любовь, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни. Это в сердце, все есть у тебя. Озарит твою верность отчизне эта утренняя заря. Ведь на то она и заря. А зори здесь тихие, тихие, бинтами тумана покрытые, озера багрянцы горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лампочник. У нее было две мечты – стать поэтессой и жить в Ленинграде. Именно там ее и застала война. Одну, с больной матерью и 2-летней дочерью на руках. При бомбежке Варвара Вольтман-Спасская получила серьезное ранение в ногу. Впереди была первая блокадная зима. Выжить помогли стихи. В них поэтесса честно описывала то, что видела вокруг. А вокруг, в блокадном Ленинграде, происходило невозможное. Мужчина вдруг на улице упал, раскрытым ртом ловя дыхание полдня. Не собралась вокруг него толпа,
Никто не подбежал к нему, не поднял. И женщина с ребенком на руках остановилась и присела возле. В ней тоже ни кровинки. На висках седые пряди, и ресницы смерзлись. Привычным жестом обнажила грудь, и губы умиравшего прижала к соску упругому, дала глотнуть. А рядом, в голубое одеяло, завернутый, как в кокон, на снегу ребенок ждал. Он долю отдал брату. Забыть я этой встречи не могу. О, женщина, гражданка Ленинграда! Ты помнишь, подруга, хоть память о том тяжела, жестоко военная вьюга по улицам мертвым гнила. Мы горечь потерь без остатка испили до самого дна. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы помним, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы знаем, что значит война. Ты помнишь, руины дымятся и чей-то оборванный крик, но каждый здесь был ленинградцем, ребенок, солдат и старик. Листочки из школьной тетрадки, все умерли, Таня одна. А мы ведь с тобой, ленинградки, мы помним, что значит война. Салютов рассыпятся искры, свой шаг ускоряют года. Под небом просторным и чистым все краше встают города. Пусть многие уснули в кроватках, ведь деткам нужна тишина. А мы ведь с тобой, ленинградки, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы помним, что значит война. Девочка помнила только свое имя – Лена. Она была настолько истощена, что даже не могла есть. Ее вывезли по дороге жизни из блокадного Ленинграда. Лену нашли случайно, в промерзшей квартире рядом с умершими родителями. Такие обессилевшие блокадные дети часто умирали уже в эвакуации, в тепле и сытости. В детдоме никто не верил, что Лена выживет. Никто, кроме истопника. Одноногий фронтовик дядя Коля, 20 лет от роду, смастерил из полотенца куклу, нарисовал ей глаза и рот и дал Леночке со словами: «Ты теперь ее мама. Заботься о ней хорошо, корми ее, а то она слабая совсем, даже не плачет». И вдруг девочка действительно стала ухаживать за куклой, даже кормила ее кашей, и понемногу вместе с куклой начала есть сама. Лена согревала ее, говорила с ней и так выжила. Ведь нельзя умирать, когда есть о ком заботиться. В дни беды голодные, морозные, 43-й встретил Ленинград. Но назло врагу решили взрослые: мы устроим праздник для ребят. Тем назло, кто хочет видеть город на коленях и на радость тех, кто в нем живет. Пусть воскреснет праздник,
детским изумлением. Будь счастливым, добрый Новый год. Маленькие худенькие лица, глазки, почерневшие от слез, елка в помещении больницы, а под нею добрый Дед Мороз. Разгорелась елка, словно радуга, зашумел веселый хоровод. Через фронт прошедшие и Ладогу Дед Мороз подарки раздает. Разбирают мальчики и девочки игрушки, сало, черный хлеб и шоколад. Лишь один мальчонка с острым носиком в веснушках тем гостинцам праздничным не рад. Дедушка, мне ничего не надо, об одном прошу тебя, родной. Возврати мне папу, он снарядом был убит фашистом той зимой. Возврати сестренку мне и маму, умерли от голода они. Ты же можешь все, ты добрый самый. Умоляю, дедушка, верни. А вокруг сияли в восхищении глазки, почерневшие от слез. Плакали лишь двое в помещении, мальчик и волшебник Дед Мороз. Мальчик и волшебник Дед Мороз. — 22 июня 1941 года студентка Вера Волошина вместе с подругами зашла в универмаг и купила белое шелковое платье. Одноклассник Юра Двужильный позвал ее замуж. Они хотели пожениться в Москве и домой в Кемерово мечтали вернуться уже мужем и женой. Но война решила иначе. Пути влюбленных разошлись. Вера в октябре 1941-го была направлена в разведотдел в один отряд Зои Космодемьянской. Девушки оказались в составе 2 диверсионных групп, уходивших в тыл врага. Как и Зою, Веру схватили гитлеровцы. Ее пытали и повесили. Могилу Веры Волошиной удалось найти только после войны. Юрий Двужильный, жених Веры, был командиром стрелкового батальона. 25 июня 1944-го при освобождении Могилевской области его батальон отразил 6 контратак противника. На следующий день Юрий был убит осколком снаряда. Но людская память соединила Веру и Юру после смерти. В родном Кемерово именами 2 героев Советского Союза, Волошина и Двужильного, названы улицы, которые пересекаются между собой. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за 1000 верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы я ни была, до
тронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы звездная память друг друга. Мы память, мы звездная память друг друга. Ночью по лесу через болото идет колонна, растянувшаяся на километры. Тысячи голодных, оборванных детей. Вдоль колонны мечется женщина. Она должна выйти с этими детьми с оккупированной территории к своим. До 1941 года Матрена Вольская была простой сельской учительницей. Когда ее родную деревню оккупировали гитлеровцы, она вместе с мужем присоединилась к Смоленскому партизанскому соединению «Батя». Была разведчицей, связной, участвовала в боевых действиях, за героизм получила орден Боевого Красного Знамени. Летом 42-го партизанское командование поручило Матрёне Вольской вывести с оккупированной территории детей. Им надо было пройти более 200 километров, пересечь линию фронта и выйти к железнодорожной станции Торопец. Изначально их было уже более 1000, а в сожженных и разграбленных врагом деревнях к колонне Вольской примыкали все новые и новые дети. Питались ягодами, подорожником, одуванчиками. Воды не хватало. Большинство водоемов были отравлены трупным ядом или заминированы. Дети были обессилены, Матрёна тоже. После того, как колонну заметил вражеский самолет-разведчик, пришлось идти только в темное время – 10 бесконечных суток. 5 августа 1942 года со станции Торопец ушел состав, заполненный детьми. Выжили все. Матрёна Вольская спасла 3240 детей. Точнее, 3240 и еще одного. Вскоре она родила сына. Посіяла людям літа свої літочка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ж ви, бабусю,
матусю, онуки біжать до воріт. Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми, та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райду і журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. А я вам лишаю всі райду і журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли увись рушники. Лишайтесь щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Лишайтесь щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Оборона Новороссийска. Защитников башни всего 9. 6 моряков, 2 пехотинцев и мальчик Витя Новицкий. Когда начался бой, его пытались отослать, но Витя не ушел. В этой старинной перестроенной башне на 2-м этаже была квартира его семьи. Витя защищал от гитлеровцев свой дом. Защитники погибали один за другим. Витя остался сам. Целых 2 часа он отбивал атаки гитлеровцев пулеметным огнем и гранатами. Когда нацисты ворвались внутрь и увидели раненого ребенка, они озверели от ярости. Витю облили горючей смесью, подожгли и выбросили из окна. На следующий день, 9 сентября 1942 года, Вите Новицкому исполнилось бы 15 лет. Я не видел, ребята, море, ни весеннее, ни осеннее.
не видел, ребята, море. Не везение, не весеннее. Не ходил с моряками в плавание. Океанами, океанами. И в штормах не бывал ни разу я. С ураганами, с ураганами. Я не видел, ребята, горы. Не высокие и не низкие. Я не видел, ребята, горы. Недалекие и не близкие. Не видал лавины и пропасти. Не взбирался к вершине дерзкая. Потому что на нашей местности лишь пригорочки с перелесками. Городов не видал, ребята, я только с поезда, только с поезда. Городов не видал, ребята, я только проездом, к фронту проездом. И вот эту песенку малую уже не спою, больше не спою. Потому что вчера под Варшавою я погиб в бою. Я не видел, ребята, море. Не весеннее, не осеннее. Я не видел, ребята, море. Не везение, не везение. Февраль 42-го. Группа советских бойцов оказалась отрезана от своих в Полтавской области. Большинство ранены, вокруг враги. Чтобы спасти товарищей, солдат Леонид Силин выдал себя за врача. Он свободно говорил на немецком. Он предложил гитлеровцам создать госпиталь для пленных, чтобы потом отправлять их в Германию. Но на самом деле, когда бойцы поправлялись, Силин переправлял их к партизанам. Сам тоже хотел уйти с последними солдатами, но его предали. Он сумел передать свое письмо-завещание жене и детям. «Аннушка, родная, знаю, что тебе будет тяжелее всех, знаю. Но за то, чтобы ты была в безопасности, я иду в огонь. Нет в мире человека, которого бы мне было так тяжело оставлять навсегда, как тебя, любимая. Леня, мой старший сын и заместитель. Тебя зовут Леня, как и меня. Значит, ты – это я, когда меня уже не будет. Я знаю, тяжело детям расти без отца, особенно мальчикам. Но ведь я умер ради того, чтобы вы, мои мальчики, росли. Тяжело ли, легко ли, но росли, а не погибли под германскими бомбами. Геня, мой младший сын и помощник. Я тебя оставляю совсем маленького. Ты даже не запомнишь лица и голоса твоего отца. Слушай Леню Силина и маму, и тогда, я верю, ты будешь хорошим, смелым и честным человеком. Мальчики, помните, фашизм – это смертельная, кошмарная проказа, коричневая чума, которая грозит всему человечеству. Я верю, что враг будет разбит и что победа будет за нами. Если же нет, уничтожайте врага где и как сможете. Будьте вы счастливы, здоровы и живы. Прощайте, целую и обнимаю в последний раз. Ваш отец. 7 марта 1942 года Леонид Силин был расстрелян. Подрастай, сынок, ты подрастай, моя крохотка. Поверь, что целый мир тебя заботливо нянчит. Твое рождение гроза приветствует грохотом, и солнце восходит, и птицы запели. Ты слышишь, сынок? Да будет даль светла, да будет жизнь твоя долгою. Пусть
Пусть лягут 100 дорог, а если мало, то 200. На свете трудно жить, и все ж на свете жить здорово. Пока что, поверь мне, а после узнаешь, почувствуешь сам. И ты увидишь день для одного тебя созданный. И первый раз поймешь, что есть в груди твоей сердце. Когда придет к тебе, придет как будто луч солнечный, сквозная, как ветер, шальная, как море, земная любовь. И ты узнаешь мир, и ты шагнешь в луга рослые, коснешься облака и ощутишь свою силу. Когда придет к тебе, придет как будто луч солнечный, сквозная, как ветер, шальная, как море, земная любовь. Осень 41 года. Бой на Калининском фронте. Санинструктор Семен Намаконов тащит на себе раненого солдата и вдруг замечает, в него целится гитлеровец. Практически инстинктивно Намаконов вскидывает винтовку и, не целясь, стреляет. Гитлеровец падает замертво. Вечером в части все обсуждали меткий выстрел санитара, а вскоре его перевели в снайперский взвод. Эвенг Семен Намаконов вырос в таежной деревне в семье охотников. Уже в 10 лет он получил прозвище «Глаз Коршуна». Однополчане вспоминали, со стороны могло показаться, что охотник знается с нечистой силой. Он выходил на задания с веревочками, шнурками, с осколками зеркал. На ногах у него были бродни, обувь, сплетенная из конского волоса. Бродни делали бесшумным шаг. Зеркальцами он выманивал выстрел противника. Веревочками, как кукольник, приводил в движение запасные каски, надетые на палки. Гитлеровцы называли Намаконова таежным шаманом. В первый год службы Семен стрелял из винтовки без оптического прицела, но все равно поражал противника с расстояния 500 метров, а иногда даже из километра. Количество уничтоженных врагов отмечал на своей курительной трубке точками солдат, крестиками офицеров. К маю 45-го таких точек и крестиков на его трубке было 368. После войны Намаконову пришло письмо из Гамбурга. В нем женщина спрашивала, нет ли на трубке Намаконова отметки о смерти ее сына, Густава Эрлиха, и молится ли Намаконов о своих жертвах. На это Семен ответил: «Вполне возможно, уважаемая женщина, что на трубке, которую я курил на фронте, была отметка и о вашем сыне. Не запомнил всех грабителей и убийц, которые пришли с войной и которые оказались на мушке моей винтовки. И под Ленинградом беспощадно уничтожал фашистских гадов. Если бы своими глазами увидели вы, немецкие женщины, что натворили ваши сыновья в Ленинграде, прокляли бы их». Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в Санбат? Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат. На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю
оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля. Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимная вера, мы были сильными вдвойне, мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Ноябрь 43-го. Оккупированный Порхов Ленинградской области. В немецкий гарнизон привезли фильм «Артисты цирка». Кинозал полностью забит. В нем 700 офицеров и солдат вермахта. Вдруг во время сеанса раздается взрыв такой силы, что здание складывается, как карточный домик. Не выжил никто. Эту диверсию готовили 2 долгих года. Ждали удачного момента. Все организовал Константин Чехович. Он жил в Порхове вместе с женой и маленьким сыном. Работал часовщиком, затем устроился на местную электростанцию. К оккупантам проявлял полное уважение. В городе его называли гитлеровским прихвостнем. Чехович и его жена часто ходили в лес, а когда возвращались, в их корзинах под грибами и ягодами лежала переданная партизанами взрывчатка. И так, пока не набралось 64 килограмма тола. Несколько месяцев ушло на то, чтобы заложить взрывчатку в кинотеатре. Чеховичу помогала 15-летняя партизанка Евгения Михайлова, которая устроилась туда уборщицей. Когда немцы вычислили, кто виновен во взрыве, семьи Константина Чеховича и его самого уже не было в городе. Он стал командиром партизанского отряда, прошел всю войну. Даль бескрайняя, за околицей и в судьбе. Я тебе, земля, низко кланяюсь, в пояс кланяюсь тебе. Мой родимый край, место отчие, праздник мой и броня, память общая и песня общая у моей земли и у меня. Память общая и песня общая у моей земли и у меня. Качал меня на своих руках, то кляня судьбу, то моля. Друг без друга нам не прожить никак, будем дальше жить, земля. Мой родной
В дни, когда вы, дорогой Александр Константинович, не щадя своей жизни, защищаете каждый метр советской территории, мы клянемся учиться на хорошо и отлично, быть дисциплинированными, помогать фронту. Только вы, дорогие защитники Родины, громите ненавистного всему советскому народу врага. Это строки из письма школьников Тутальской железнодорожной школы номер 26 своему учителю Александру Беневоленскому. В 1942 году он был призван на фронт. Сразу после Сталинградской битвы он написал своим ученикам ответ. «Здравствуйте, дорогие мои и навсегда любимые мною ребята. Мои товарищи попросили прочитать ваше письмо вслух, что я и сделал. Ваши теплые слова, ваши пожелания очень дороги для нас. Они согревают нас. В том, что Сталинград отстояли, заслуга не только воинов, но и всего советского народа. Помните, ребята, будет и на нашей улице праздник. Овладевайте знаниями, изучайте крепко русский язык и литературу, географию и историю, военное дело и немецкий язык. Мы же обещаем вам выполнять наши задачи, а вы справьтесь на отлично со своими. Если мы выполним это, то победим врага». Учитель Александр Беневоленский погиб в мае 43-го, освобождая Украину, при бомбежке в районе села Шевченково в Харьковской области. Он до последнего дня отвечал на письма своих учеников. Не забывайте грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонься великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народом, всей землей поклонимся за тот великий бой. За годом в год из боя снова в бой слетали вновь салюты над страной, и завершив победою войну, планете всей вернули мы весну. Окончен тот великий смертный бой, синеет мир на небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонься великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья.
После войны кого-то из нас не досчитаются, сказал друзьям Муса Залилов вечером 22 июня 41-го, а на следующий день утром отправился в военкомат. У него, депутата Казанского городского совета, ответственного секретаря Союза писателей Татарской ССР, была бронь. Но Муса отправился на фронт старшим политруком. Через год, во время Любанской наступательной операции, он был тяжело ранен и попал в плен. Там, неожиданно для товарищей, политрук Залилов вступил в организованный нацистами татаро-башкирский легион «Идель-Урал». Он пошел на это, чтобы продолжать борьбу. Как ответственный за культурно-просветительскую работу под видом отбора артистов для самодеятельности, Муса агитировал легионеров бороться с фашистами. В результате в феврале 43-го в Витебске около 600 солдат Идель-Урала с оружием в руках перешли на сторону белорусских партизан. Позже выяснилось, что за этим восстанием стоял Муса. Его схватили и доставили в Берлин. Держаться под пытками Мусе помогали стихи. Он писал их, сшивая клочки бумаги. Эти блокноты он передал товарищам по заключению, которым не грозила казнь. 25 августа 44-го Залилова казнили на гильотине. В графе обвинения в карточках осужденных было написано «Подрыв мощи, содействие врагу». Так закончилась жизнь Мусы Залилова. Так началась жизнь Мусы Джалиля. Под этим именем он писал свои стихи. На последней странице первого блокнота со стихами поэт написал: «К другу, который умеет читать по-татарски. Если книжка попадет к тебе в руки, аккуратно, внимательно перепиши стихи набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань. Выпусти их в свет, как стихи погибшего поэта татарского народа. Таково мое завещание». В 1956-м Мусе Джалилю было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Покидая город в тихий час, долго я глядел в твои глаза. Помню, как из этих черных глаз покатилась светлая слеза, и любви, и ненависти в ней был неиссякаемый родник. Но к щеке зардевшейся твоей я губами жаркими приник. И отныне светлая слеза стала для врага страшнее гроз, чтобы никогда твои глаза больше не туманились от слез. Хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, и полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линией. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут крепные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, а не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта
покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Демоны в тельняшках, черная смерть. Так называли фашисты наших морских пехотинцев. Одним из них был старший сержант Василий Кисляков. Его отделение летом 1941 года получило задание удерживать высоту безымянная номер 7, стратегически важную для обороны порта Мурманска. Атака следовала за атакой. Патроны и гранаты кончались. Много раненых. Помощи не было. Тогда Кисляков отдал приказ всем покинуть высоту. Он остался один. Разложил по периметру ручной пулемет, 3 карабина и несколько гранат. Целая рота фашистов пыталась захватить высоту. Старший сержант Кисляков дал короткую очередь из пулемета, сменил позиции, выстрелил из одного карабина, из второго, из третьего, снова дал пулеметную очередь. Так продолжалось несколько часов. Гитлеровцы были уверены, им противостоит целый отряд. Когда враг был уже в 15 метрах от него, Кисляков понял – это конец. Он взял последнюю гранату и вдруг услышал за спиной дружное «Ура!». Вместе с ним в атаку пошло только что прибывшее подкрепление. Один морской пехотинец больше 6 часов сдерживал натиск сотни гитлеровцев. Василий Кисляков прошел всю войну, вырастил 4 детей и 7 внуков. Кисляков стал первым героем Советского Союза на Северном флоте. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Вокруг свои орла, война нас завела, на злобных вражеских ворот такие как дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь.
В этом году минуту молчания мы хотим объявить строками стихотворения прошедшего войну поэта-фронтовика, подполковника Александра Твардовского. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. У меня в руках поздравительная открытка от Ольги Твердохлебовой, фронтовой разведчицы. Ольга Ивановна пишет: «День Победы – наш самый святой праздник.
Помнить, какую цену заплатил наш народ за победу над самым сильным врагом в истории человечества, мы обязаны вечно. Ольга Ивановна – одна из героев проекта «Люди Победы». В нем уже 500 человек, 500 судеб фронтовиков, наших современников. Наши близкие, настоящие друзья, спасибо вам за правду о войне и победе, за ваши письма, которые приходят к нам на Интер. По данным Организации ветеранов Украины, в нашей стране осталось не более 6 тысяч участников боевых действий Великой Отечественной войны. И мы просим вас, наши дорогие ветераны, чтобы вы были живы и здоровы. Вы нам очень нужны. Вы делаете нас и наших единомышленников сильнее. Мы желаем вам фронтовой выдержки в это непростое время. Поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо вам за то, что победили, и за то, что выжили. Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои, но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя, у солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь.
Василий Сариков в составе танкового десанта ворвался в глубину немецкой обороны, расстреливал гитлеровцев, пока не кончились патроны. Потом убил еще одного прикладом и продолжил расстреливать врага уже из немецкого автомата. Был ранен, но из боя не вышел. Убил 28 гитлеровцев. Иван Черный служил на торпедном катере. Поступила задача уничтожить немецкий военный транспорт под обстрелом вражеской авиации. Командир был убит. Иван Черный принял командование на себя. Транспорт врага был потоплен, но и советский катер пошел ко дну. Выжил один Иван Черный. Он почти сутки плыл к берегу. Иван Горячкин был призван на фронт в 1943 году. Дошел до самого Берлина. Однажды в одиночку взял в плен 3 фашистов и подорвал немецкий склад с боеприпасами. Это всего лишь 3 из десятков тысяч историй, которые прислали вы, наши телезрители, на сайт Полк.Интер.ua. Проект телеканала «Интер. Наш полк» продолжается уже 8-й год. За это время собрано более 55 тысяч историй и фотографий участников войны. Наш полк давно уже стал настоящим народным архивом, благодаря которому многие потомки фронтовиков, живущие в разных городах и странах, находят друг друга, узнают больше о своих семьях. Присылайте истории солдат Великой Отечественной на сайт Полк.Интер.ua. С каждым днем наш полк становится больше и продолжает идти. Закончен великий победный парад. Притихло житейское море, но нас окликают и в душу глядят прошедшего века герои. Только звезды побед над страною погасли, погибают бойцы не от ран, от обид. И, наверное, мы уверяли напрасно, что ничто не забыто, и никто не забыт, что ничто не забыто, и никто не забыт. Года все короче, дни сочтены, и бедность у нас безответна. Одна только жизнь у героев войны, одна только память бессмертна. Только память вернет честь и совесть отчизны, и слеза упадет на холодный гранит и напомнит, кому мы обязаны жизнью, и напомнит о тех, кто сегодня забыт, кто сегодня забыт, кто сегодня забыт. И снова солдатский гремит эшелон на стыках святой кинопленки. И снова мальчишки уходят на фронт, и плачут седые девчонки. На последний рубеж пришел 34-й, выцветают, увы, кадры прошлой войны. Только память жива, только память не стерта, и народной печали берега не видны, и народной печали берега не видны. Время правды придет, и все честно расскажет, и страна равнодушие, и лень победит. Может, только тогда наши внуки докажут, что ничто не забыто, и никто не забыт, что ничто не забыто, и никто не забыт. Так давайте сейчас мы все вместе докажем, что никто не
забыт. Наш большой праздничный концерт подходит к концу. Сейчас у телевизоров миллионы людей. В этот День Победы мы были вместе, несмотря ни на что. Так есть и так будет. С Днем Победы, дорогие единомышленники! Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночь у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночь битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот